Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Сегодня беру такую огромную колоду, это вот такая коробочка, если кому надо, можете на паузу поставить, там, прочитать, да. Но я хочу именно ее сегодня взять и с нее прочитать, от чего вас отвела судьба. От чего вас защитили высшие силы. Ну и, конечно же, к чему ведет ваш... Давайте возьмем сегодняшний день. Именно сегодняшний день. Смотрите вы сразу, как вышло видео, там, или на следующий день с утра, или в другой день, да, или к вечеру. Без разницы. Сегодняшний день к чему ведет? Ну, давайте так, начиная с сегодняшнего дня, да? Так. От чего вас отвела судьба? От чего вас защитили высшие силы? Проговорите свое имя. Проговорите свое имя. Угу. Ух, какие карты. Обычные, можно так сказать, либо по нарастающей. Хорошо. Так, десяточка кубков – это очень большая открытая душа. Да, вы немножко жадный в каких-то вопросах человек. Но здесь проблемка есть по поводу прошлого у вас. Любите принимать свои решения, ни о ком не думать, ни о чем не думать. Вот так, как хотите, да, хотелось бы, чтобы именно так и было. По четверке мечей выздоровление, по шестерке жезлов идете к победе и очень сильно ее ждете в каком-то своем вопросе. Это карты на сегодня о вас. Соберу дальше. Сейчас. Королева кубков. Двойка мечей и что-то закрытое, что-то тайное. Знаете, тень прошлого. Действительно, как тень прошлого такая карта. Ух, какая. Но здесь как работа. Здесь как работа. Сейчас возьму вот эту еще колоду, докладывать буду. Знаете, четверочка, закрытие. Ох, и девятка мечей. Какой-то король мечей. Мечевой масти много, но есть жезловой. И солнечная, да, огненная энергия. Любите смотреть на огонь, вас это успокаивает. Но и в то же время вы не любите сильную жару. Так, карты на вас, про вас сегодня говорят. Хотя лучше тепло, чем холодно для вас. Смотрите, я вижу здесь высшие силы, как будто бы вот реально хотят сразу же сказать, что они отвели от вас руку, вашу руку, как закрыли, в пустоту ввели, да, как будто бы вы там бы получили еще хуже чего-то. Вашу руку отвели от какого-то подписания, от какой-то подписи. Есть у вас такое, что вы вот вспоминаете моменты своей жизни, да, вот если бы тогда мне предоставили возможность повышения квалификации, повышения по работе, другая работа, либо на той же работе я осталась, либо поехала куда-то в другую страну, в другой город, да, и вот у меня бы там, ух, как хорошо, что я мечтала, вот не сбылось. Нет, у вас сбылось. У вас сбылось, потому что вашу руку отвела судьба от подписания чего-то, что было бы очень плохо для вас. Вы даже себе не представляете. Вот здесь очень хорошо это вижу. Может, контракт какой нужно было подписать, и не получилось, и вы очень переживали. Это очень хорошо. Знаете, это бы стало как золотой клеткой. Как золотой клеткой. Либо даже какие-то вот болезненные
ощущение пришлось бы пережить. Вас уберегла судьба от того места, где ваши, подождите, да, ваши таланты, ну, девяточка жезлов, это такая тяжесть. Они бы, тем более жезлы, это огонь, они бы превратились в пепел, ваши таланты, они никому не нужны были бы, вами бы пользовались, ох, как пользовались. Нет, не получили бы вы вот то, что хотели. Вас уберегла судьба от подписания. Ваша подпись, ваше согласие, просто, может, без подписи, да, оно просто спасло вас. Ваша энергия утекла бы, как в бездонную бочку чужих амбиций. Чужих амбиций. А теперь они с рогами ходят. Эта дорога, она шла к какому-то фальшивому триумфу, за которым как будто скрывались вот какие-то сухие цифры, там люди, и потеря себя. Потеря себя, вы бы потеряли себя. Судьба закрыла ту дверь, в которую вы хотели пройти, чтобы вы не застряли в каком-то, видите, сколько вот как вы выходите из коробок. Давайте скажу по этой карте так, да, хотя тут немножко не коробки, тут как высшие силы открывают вам пути в другое измерение, образно говоря, в другой путь. Но вы как из лабиринта вышли, из которого, если честно, могли бы не найти выход свой. А почему так? Вы зациклились на какой-то ситуации до сих пор, что-то у вас мелькает в воспоминаниях. А если бы было по-другому, действительно так, вы вообще откидываете. Вы знаете, вы скажите спасибо даже за то, что вот получилось именно так, а не иначе. Да, вам казалось и кажется, может, до сих пор, что ух, тогда бы горизонты открылись. Ой, я была бы счастлива и финансово, и в любви. Вас отвели высшие силы от потери себя полностью. Там бы не было выхода. Вы бы себя загубили. Вот. Ваш выход был. Выход оттуда. Вас вывели. Вас вывели. Хотя, оборачиваясь, да, хочется. А вдруг там хорошо? Вдруг там звездочки светят, да? И путь показывают. А нет, там была бы подвешенная ситуация. Конкретно подвешенная. Вот от чего спасли вас высшие силы. Как будто бы, знаете, реально тень прошлого. Тень прошлого, которая вас грузит, давит. Так что немножечко свое мнение, свое решение, свои какие-то воспоминания можете, не знаю, откинуть, забыть, отставить, не знаю, как еще сказать, да, перевернуть в нужное направление. И вам станет намного, во-первых, легче, во-вторых, вы поймете, что сегодня уже делать. Вы поймете, что сегодня делать. Спасибо за то, что было, спасибо за то, что я жива-здорова, да. А сегодня я вот так решила. И все, вам открываются двери. И вам открываются двери. Давайте посмотрим, что именно, да. Может быть, карты скажут. Девятка кубков, паж пентаклей. И, ну вот она, звезда. Звезда все-таки вышла, звезда выходит. Я говорю, а вдруг там была бы, да, звезда вот эта, которая бы светила и показала, нет, она сейчас перед вами. Эта звездочка сейчас перед вами. Ваши дороги только начинаются. Да, может быть, вы и не поедете куда-то за границу там, да, куда мечтали, допустим. Но ваши дороги в финансовом смысле по пентаклевой карте и по кубковой в любовном понимании, да, они открываются по звезде именно сейчас. Время пришло, говорит судьба. Время пришло. Вы, получается так, что вы в руках держали свою синичку, но судьба увидела, что это не синичка, а очень-очень колючий ежик.
и вы отбросили, или судьба заставила вас отбросить это, чтобы не поколоться очень сильно. Такая вот карта. Да, кто-то, давайте так перечислю, так как расклад общий. Кто-то контракт не подписал, кто-то, может быть, замуж вышли за другого человека, а хотели за совсем другого человека. И вот не подписали, не сделали там свою роспись, да, по кубковой масти. Не поставили, а вот думаете, а вот если бы я за него вышла замуж, а не за другого, было бы по-другому. Нет, по-другому бы не было, были бы еще хуже отношения на тот момент. Ну а этот человек и эта ситуация может вернуться в вашу жизнь, но уже по-другому, уже с открытыми звездами. Да, этот человек может вернуться в вашу жизнь с любовью и пониманием, потому что он тоже прошел свой урок. Либо он уже там и останется, и вы, может быть, даже сами понимаете, почему. Но новый человек, новая любовь идет в вашу жизнь. Вот как дороги, наконец-то, солнечно открываются, и уже теперь в ваших руках и кубки, и звезды, и пентакли. Переезд, да. Мог бы и тоже вот сработать не так, потеряли бы вы себя тогда. А сейчас, если еще предстоит такой вопрос, легко, поедете, переедете, поменяете что-то в своей жизни. Вот ваши звезды, они реально открыты, и дороги тоже. И дороги тоже. Вот. Ждите какой-то чего-то необычного. Я, наверное, тоже это рассмотрю конкретно, потому что Верховная Жрица просто так не выходит. Это Верховная Жрица в этой колоде. Это она крутит колесо судьбы сейчас. И какой-то, я не знаю, даже человек или просто какая-то фраза. В общем, посмотрю я об этом. Я еще спрошу этот вопрос в раскладе. Что именно дает вам знак сегодняшнего дня? Она зря не выходит, Верховная Жрица, тем более с самого начала. Ну дальше давайте, что еще карты скажут. Что еще карты скажете? От чего вас отвела судьба? От чего защитили высшие силы? Ох. Ага. Так, это шестерочка пентаклей. Вы слишком много даете, но и в то же время, да, вы будете получать свое, но и в то же время, еще раз скажу, умейте отдыхать. Это однозначно. Двойка пентаклей, выбор какой-то будете делать. Юстиция, правосудие, здоровье. Здоровье. Проблема. Вы как зеркало души, сама по себе. Знаете, вас высшие силы защитили от вампира. Вообще вот эта карта императрицы. Она в этой колоде очень странная. Но от нее идет энергия, действительно как зеркало души, которое отразило, ну, как зло или гадость какого-то человека. И этот человек впоследствии и получал, и будет получать по частичкам то, что хотел сделать вам этот человек. Очень много рук к вам тянулось, таких кривых, таких жадных и таких каких-то
темных. И как будто бы на этих руках, знаете, как пауки. Вот как пауки с глазами светящимися. Зеркало души. Вы защитили. Нет, вас защитили. От кармического вора. Вора энергии, вора здоровья, вора всего остального. И любовь, и все. Я сейчас вот эту еще колоду возьму. Сейчас посмотрю. Здоровье. Королева жезлов, король жезлов. Фортуна. Правосудие и обман. И восстановление. По крупинкам восстановление. Но здесь я больше вижу не здоровье, здесь я больше хотя у вас, может быть, и здоровье пошатнулось после того, как мужчина пришел в вашу жизнь с любовью, но ушел, вот боль причинил вам. Но он ушел тоже с болью. Обман между вами был. Он вас обманул, может быть, и вы что-то скрыли. Может быть, может и нет. Но обман, как бы, вот с его стороны, да. Оно больше как с его стороны. И он должен был быть, в принципе, в вашей жизни. Но он был кармическим бы вором. Он испортил бы вашу жизнь, если бы вы не расстались. Он бы просто ее затоптал. Он бы просто ее затоптал своим обманом и какими-то делишками. Давайте так скажу. Восьмерка этих пентаклей. Какими-то делишками. Здесь сыграла на руку судьба и правосудие. Судьба вышла на правосудие, на юстицию, на раскрытие обмана и раскрытие дальнейшего в вашей жизни. Вас высшие силы защитили от жесткого, жестокого человека, который бы вас... Ой, давайте я честно скажу, что я вижу. Может быть, посадил бы на какие-то антидепрессанты. Ну, может быть, вы сами решили бы это, да, потому что с ним тяжело, но из-за него это все было бы. Либо бы какие-то, не знаю, может быть, и выпивать начали из-за него, из-за этого человека. Может быть, еще что-то нехорошее, может быть, сердечко покалывало постоянно бы, уже не буду продолжать, да? Вот этот мужчина именно, да, он мог это сделать впоследствии. Так что то, что вы с ним разошлись, и как бы вы ни плакали из-за этого, вы были спасены. Вот здесь точно это говорят карты. Вы были спасены. Возможно, как часто я говорю, да, именно вот этот ответ будет не для всех, так как общий расклад, но в основном по сегодняшнему раскладу, раз вы тут, это ваше. Это ваше. Потому что карты обманывать не станут. Тем более, если открыто все. Вот эта карта мира, гармонии и благополучия. Как будто бы мир в какой-то момент разрушился, а потом начал собираться прям по молекулам, прям по каким-то кусочечкам, как пазлы складываться начинают. По юстиции, по правосудию. Это что же юстиция? Это карта юстиции тоже в этой колоде. И там была, и здесь. Вот, так что правосудие, мир, гармония, счастье, оно с вами. Еще вижу высшие силы здесь. Да, здоровье, вот здоровье. Давайте еще раз. Ну вот, из-за мужчины могли бы испортить свою жизнь, укоротить ее, здоровье испортить. Но судьба вас развела. Умеренность. Новости. Передача. Передача. Сейчас еще две карты. Так, друзья, женщины.
Ну, опять любовь, и опять колесо фортуны. Знаете, я не могу сказать, чтобы вот, да, вы вот заболели. Я не могу сказать, что это судьба, это там еще что-то, ну так получилось. Это люди. Вот они тут присутствуют. И мужчина какой-то, и какие-то другие люди, общество. Просто через людей. Просто через людей. Вы испытывали боль, вы болели в какой-то период времени. Может быть, и сейчас немножко кто-то болеет, но это из-за людей, это не потому, что так должно было быть. А это плюс к тому, что высшие силы сейчас говорят: я тебя всегда защищала, почему-то вот в женском роде у меня идет, и буду защищать, Поэтому в свою жизнь ты получишь свой мир. Ты под защитой большого купола. Такая вот карта. Еще раз. Я не вижу, чтобы очаг был в вас. Не вижу. Такое впечатление, что вы сейчас заблокированы. Вы сейчас немножко я даже не знаю, честно, я даже не знаю, как сейчас сказать. Вы давайте так, по картам. Вы по судьбе, вот такой вопрос. Вы по судьбе как? По судьбе с новой дороги, сильный человек в вашу жизнь идет. Вы справитесь с любой трудностью. У вас впереди исполнение желаний. У вас впереди избавление и исцеление от чего-то плохого реальное. Вы человек, который, да, умеет плакать, но и в то же время налаживает свою жизненную ситуацию, потому что, как бы ни было сложно, вы всегда находите выход. Вы человек, который солнышко в этой жизни. Хорошо. Теперь такой вопрос. Почему я вижу немножко другое здесь? Что закрывает? Что закрывает? Как ширма какая-то. Что закрывает? Почему я вижу другое карты? Что за ширма? Почему? Вот она. Потому что кто-то закрывает ваш путь к победе вашей, к счастью. Кто-то все-таки нет, не вы себе сами. И неправильными, вот если вы скажете: у меня было неправильное решение, неправильное понимание. Нет, и нет, это люди. И, может быть, еще обстоятельства, ситуации, погодные явления и все такое. Вы в победе, вы в гармонии, вы защищены, как в этом шаре. Но люди, они, да, кто-то психически подействовал, да, психологически, там, не знаю, у вас нервы на пределе, кто-то еще чем-то, обманом, магией. Но вы под защитой, и вы будете праздновать свою победу. Так, еще, что еще про людей? Вот, видите, как вам делают? При какой-то дороге, при каких-то разговорах, советов. Ждите даже сейчас. На днях кто-то придет и начнет вас склонять на какое-то действие. Подумайте. 8 раз точно. По 8 пентаклей. Точно. Нужно ли вам это? Кто-то будет вас склонять на какое-то действие. Сегодня, завтра, вот в течение недели. Потому что высшие силы говорят: отряхнись. Отряхнись, мы всегда будем тебя защищать и всегда защищали. Но у тебя на душе какой-то комок, какая-то темнота, какая-то боль. 8 мечей. Какая-то боль.
Твой выбор — это твой выбор. Ты выбираешь себя. Что еще здесь? И да, вас реально защитили от кармического вора. И по поводу того, что я уже говорила, любовь и такое, да, но это реально вот кто-то входил в вашу жизнь под маской родной души. Под маской родной души. Но он питался вашим светом. Он питался вашим светом. Вот как будто бы это вы, и вас грызут. Вашим светом, вашим здоровьем. Высшие силы отвели от вас предательство, высшие силы отвели от вас продолжение каких-то болезненных отношений, высшие силы отвели от вас даже знакомство. Слушайте, я вижу тут даже знакомство какое-то должно было состояться, но либо вы, либо у того человека не получилось, вы так и разошлись. Какое-то знакомство должно было состояться. Высшие силы, девяточка жезлов, это было бы тяжело, и были бы тоже какие-то обманы, груз и расстройства. И в голове мыслей очень много нехороших мыслей. Знаете, у кого-то со стороны... Кто это? Ну, чего ты спиной становишься, а? Ну, вы его знаете, этого человека, и даже недавно разговаривали. Этот человек очень сильно хотел вам плохого. Плохого хотел или нет? Да. Да. Хотя вы даже этого не понимали. Это, скорее всего, женщина, кстати. Скорее всего, женщина. У женщины этой было прямо прописано, вот я тут вижу, как будто бы ее голова, и в голове мелкие буквы. Лист сценария. Сценарий этого знакомства, как у вас будет дальше, и как вы будете плакать от этого человека. Почему она это хотела? Подсознательно. Подсознательно. Вроде бы такая хорошая, а подсознательно хотела, чтобы у вас ничего не было хорошего. Чтобы вы тоже плакали, как плачет она, допустим. Либо еще что-нибудь. И судьба вас спасла. Этот человек, не она, не тот, с кем она хотела вас познакомить, либо свести, либо так нечаянно даже, чтобы это произошло. У нее было это в планах, даже если вы не знали. Этот человек не был вашим попутчиком, он был тенью на вашем пути. И еще и то есть это четверка мечей, как будто бы с вас срезали какой-то компас. А потом этот компас начал заново открываться, и вы опять начали открывать глаза навстречу своему будущему. Пространство сейчас вокруг вас очищено. Очищено на ноль. Это значит, что это нулевой аркан. Это значит, что каких-то чужеродных вибраций, вот этих вот каких-то энергий, да, около вас на данный момент нет, чтобы вы могли услышать, ну так судьба хочет, шепот своего сердца. Так хочет судьба. Видите, как наклонился, как будто бы к своему сердцу, да? Услышь шепот своего сердца, и ты поймешь, что тебе делать дальше и с кем как поступать. Не переживая вообще ни за что. Я не знаю. Если честно, расклад необычный. Серьезный, необычный расклад. Какой-то немножко даже странный, потому что я реально вижу истории, ситуации в вашей жизни, где вы переживали, где вы даже кое-что не знали, а кто-то хотел вам вот впихнуть вот это что-то, да? Но каждый раз высшие силы как будто бы вот стояли над вами и выдергивали из этого. Ну, давайте еще немножко посмотрим.
Давайте посмотрим, я тут еще дорогу какую-то вижу. Это десятка, вот она, жезлов. Ну, солнышко, выход. Пятерка кубков, слезы. 5 десятка, ой, мечевая десятка, еще с десяткой рядом. Так, это мужчина солнечный, такой интересный, ну, светлый человек. И выздоровление, выход, да? Выздоровление, выход, дороги судьбы. Смотрите, еще кое-что вижу здесь. Дорога, которая должна была вас порадовать, но не получилось, она была пуста. Там было закрыто и вот лестница и двери, и тут закрытая, да, люди стоят. Она была для вас пуста, потому что люди бы вам еще больше что-то сделали неплохое, а трагическое даже. Вот прям тут так хочется сказать. Вас отвели от пути, где случайные какие-то препятствия могли обернуться роковой потерей. Даже так скажу, поверхностно. Потерей каких-то там вещей, да, но и если реально глубже посмотреть, потерей даже безопасности. Так что какая-то дорога, которую вы пропустили, должны были ехать или пойти, и не получилось, это ваше счастье. Да, могла бы быть поломка какая-то, мог бы быть обман ситуации. Ну, сложная карта вышла, сложная. Вот. И спасли от встречи, давайте так скажу, с хаосом, с какими-то неприятностями. Ну, скажу так, это была пустая дорога, ведущая в тупик, и разбитое сердце. Вы не встретились с мужчиной каким-то, которым должны были встретиться, и не получили наслаждения, о котором мечтали. Наслаждение, встреча с мужчиной. И если сейчас успокоиться и понять, что тогда вы наоборот выиграли, вы сейчас получаете открытый путь к своему солнцу и привлечению очень сильного, интересного человека в вашу жизнь. Более важный, более сильный, более интересный путь открывается вам вот сегодня. Вот сегодня. Ваша планета защиты вас спасла. Плакать вообще не стоит, потому что было. И да, у кого-то происходит сейчас какое-то событие, которое вас мучает. По десятке жезлов, по десятке мечей. Оно вас мучает. Но оно с помощью какого-то мужчина, солнце, оно в вас, вот эта ситуация, вот этот момент какой-то, да, но момент он будет не просто момент, а именно какой-то промежуток времени, где вы соберетесь воедино и выздоровите, или и выйдете из какого-то тупика жизненного или болезненных ощущений. Может быть, грустных ощущений, может быть, страх у вас присутствует. Но вот мужчина на вашем пороге дома появляется. Такие вот карты. Вот. Какое-то реально более важное восхождение на какие-то интересные ресурсы драгоценные, не знаю, там, ну, это работа, там, доход какой, да, потом на личные отношения, на еще что-то нужное вам. Вот оно открывается. Она открывается. Плохое выходит. К чему ведет вас ваш сегодняшний день? О, шестерка кубков. Следующая карта кубки. Ага.
прояснение, прозрение. Так, а дальше? Шестерка, четверка, окутанные кубками. Семерка мечей. Угу, сейчас скажу. И семерка жезлов. Здесь кубки, здесь семерочки. Мечи, жезлы. Любовь, выигрыш, прозрение, хаос для врагов. Здесь карта хочет сказать, видите, какое лицо, и пальчик, да? Тихо-тихо, подожди, ты скоро такое увидишь, что сама будешь просто в восторге и в каком-то шоке от того, что наконец-то что-то начинает просто вот потихонечку в твоих глазах открываться, в понимании. Да, это карта подвешенности, но это когда больше с кубковыми тут, да, это когда приди в понимание, и ты сразу перевернешься. Около тебя есть какие-то скорпионы, какие-то, которые не только себя жалят, но и тебя хотят ужалить. Какие-то люди, как показывают, ты не так делаешь, ты не туда идешь. Но это уже не для вас. Так, давайте еще две карты здесь. О, колесо судьбы, да, можно сказать, но это еще и пентаклевая сила. И рыцарь жезлов. Это значит открытые светлые дороги. Высшие силы, 20-й аркан, с вами навсегда. Так и есть, так и есть. Недаром такое вот название расклада, да, чего защитили высшие силы, куда ведут. Вот это вот сейчас куда ведут. Смотрите, во-первых, дороги вашей судьбы немножко меняются. И поездки открываются в ближайшее время. Но опять же, нужно переждать какой-то маленький момент, где, ну, пока еще вы настраиваетесь вот по повешенному, да, и пока еще вы уже потихонечку начинаете понимать, что вам действительно надо. Но поездки, путешествия — это ваша жизнь, это будет у вас обязательно. И они приведут вас к действительно очень хорошему получению того, что вы ждали всегда. Вот. Потом, здесь вот эта вот путеводная звезда, можно даже так назвать эту карту, да, она говорит, к чему вас ведет сегодняшний день. Сегодняшний день он вибрирует больше энергии истинного назначения, вот истинного. Все нити, как будто бы, да, все нити, да, от повешенного, от вот этих мечей жезлов, какие-то пути и высшие силы, да, они сходятся воедино, все эти нити, в одну точку. Это точка обретения вашей истинной силы. Истинная сила — это любовь, процветание, ну и что я говорила, да, все дальше, как будто бы вот как пепел развеивается, и вы как росточек просыпаетесь вот на своем солнышке жизненном. Что еще я здесь вижу? События этого дня сегодняшнего, они ведут вас к переменам момента. Ну, даже могу сказать, вот по этой карте, вот я говорю, тут какая-то мгла такое, да, как алхимия такая, да, момент такой. Но это получается, что когда старый опыт превращается в золото мудрости с помощью высших сил. Золото в руках уже, как у этого вот всадника, жезловый, такой огненный жезл, в общем, да, вот. Что еще? Встреча будет, встреча с правильным, интересным человеком,
И эта встреча станет ключом к новой главе вашей жизни. Ждите эту встречу. Потом осознание, которое приведет к пониманию, а как дальше и что я хочу. Потом, вы когда понимаете, и вы, может быть, сейчас уже, вот сегодня даже поняли, что вы хотите, придумали себе новенькое что-то, именно сегодня, высшие силы вас услышали, они уже записали себе в тетрадку, давайте я так скажу, да, образно говоря, в тетрадку ваших желаний. А это значит, туман рассеивается, открывая дорогу к изобилию, которая принадлежит вам по праву рождения. Вот так. Которая принадлежит вам по праву рождения. И нечего было влезать тем людям, которые именно, вот я же говорю, с самого начала расклада не совсем увидела. Почему? Карты вас описывают, и я вижу вас вот такой, а карты почему-то вас закрывают, как будто бы как пленкой закрывают. А потому что люди вечно вмешиваются. Я говорю, психологические барьеры, физические барьеры, недосыпание, какие-то привычки ненужные, да, все из-за того, что вы прошли. И не просто так, потому что вы шли сами по себе, а потому что вас кто-то вечно куда-то толкал. Вот отсюда вы выходите. Высшие силы вот именно с вами сейчас. И от многого вас защитили. Реально. Туман рассеивается, открывая дорогу к прекрасному, к денежному. Но оно принадлежит вам по праву рождения. Счастье ваше, любовь жизни. И еще и высшие силы закрывают это, как бы накрывают это. А ну давайте еще посмотрим на будущее от сегодняшнего дня. От сегодняшнего дня опять идет правосудие, рыцарь кубков, паж кубков. Да что ж там собачка-то каждый день воет, а? Луна, магия, король кубков и солнце. То есть это не луна, это почему-то мне луна пришла и луна вышла. Это луна, вот это луна. Здесь я увидела луну, и луна таки вышла. Ага, ясно, говорю. Это послание бездны. Почему на королеву я увидела мечей, кстати. Королева мечей. Вот. Но я увидела энергию луны, и луна таки выходит. Я ее заранее, как обычно, увидела. Это послание от бездны идет. Когда высшие силы хотят сделать подарок, он как будто бы, высшие силы они, да, упаковывают его в проблему. Когда высшие силы хотят сделать подарок, они упаковывают его в проблему. Но когда он хочет спасти и просто закрывает путь, надо благодарить тишину за это. В ней рождается ваша новая буря успеха. Сегодняшний день, он интересный. Смотрите. Сейчас. Кубковая. Новые эмоциональные решения. Восстановление утраченного и разбитого. На работе появляется интерес и продвижение. По правосудию все становится на свои места. Единственное, что перестаньте сидеть сложа руки, уже как раз момент, когда да, можно действовать. Так, хорошо. Теперь смотрите, что еще тут вижу. Это уже напоследок, окончание, но я это очень хорошо вижу. Тут идет туз мечей, когда вы приобретаете возможность открывать себе пути, даже вот то, что закрыто немножко по вот этой вот посланию бездны, как я сказала, да. Смотрите, если вы сегодня видели, кстати, я говорила уже как-то в раскладах, но сейчас опять я вижу это видение. Если вы видите на часах, на чеках, на номерах машин комбинации вроде бы одинаковых чисел, да,
11:11, допустим, 22:22, 05:05, 07:07. Вот такое вот. Это сигнал. Да, все правильно. Ты делаешь все правильно. Это подтверждение из бездны вот этой лунной, да, что вы вышли из-под удара судьбы и теперь синхронизированы, как будто вот теперь сложены, не знаю, притянуты, да, к своим истинным путям жизненным. Вы сегодня, если это видели, все, это сегодняшний день, который вам многое открывает. Можно загадывать желания, и реально вы это получите. Так, дальше. Маски сброшены, да, стихия воздуха идет у меня здесь, но стихия воздуха больше как мечевая королева, которую я увидела как луна, они связаны очень сильно, вы и лунные вот эти аспекты. Стихия воздуха. А звуки? Звуки вы какие-то интересные слышали сегодня? Возможно, внезапный порыв ветра, спонтанно, неизвестно от чего. Возможно, обрывок какой-то фразы, которую вы услышали неожиданно. Может, из проезжающей машины, или там песня у кого-то зазвучала, да, и вы вдруг услышали. И, может быть, вы повторяете сегодня именно какую-то песню, которая у вас в голове крутится и крутится и крутится, и никак не можете ее выкинуть. Вот такое может быть. Может быть, где-то в кафе пошли, и там решили посидеть просто в тишине, а у кого-то телефон зазвонил и с той музыкой, которую вы, допустим, любите или не любите, да, но вас дернуло, вот когда она заиграла. Если это тоже происходило с вами, да, сегодня, знаете, это фаза прохождения вами как переходного коридорчика, и завтра будет новый день с новыми огромными возможностями. Реально, огромными возможностями. Вы идете вообще, наверное, такой расклад сделаю, на хорошую денежную прибыль и на улучшение личной жизни. А здоровье вообще здесь как будто бы возрождается. Тоже, наверное, отдельно, может быть, сделать, да, расклады. Там на здоровье, там на это. Но вот сейчас все вместе как будто, потому что вы многое что прошли в разных моментах. И там, и там, и там, и там хотелось бы, да, многого избежать, многого обойти заранее, многого не допустить и, естественно, не болеть. Но вот вы сейчас идете на выздоровление с самого начала расклада, я так вижу. Что еще здесь? У вас есть внутри вас вот какой-то вопрос? Сегодня прямой ответ от Вселенной через карты вам идет. Что-нибудь по этому вопросу вы поняли сегодня? Потому что реально я так вижу, что если у вас есть вопрос, этот расклад реально для вас. И он здесь конкретно хочет пробить к вам дорожку, чтобы вы что-то поняли и как-то вот развернулись, да, как бы вот встали на ноги и пошли дальше. Но по тузу мечей это, можно сказать, ключ. Маг еще выходит, да. Маски сброшены ваших врагов, они получат свое. А ну еще. Так, это пятерка мечей, жезлов. Пятерка предпобедная такое, да. Это девяточка, стабилизация. Пентакли. И четверка, жадность. А ну. Девятка, выход. Жезлы, пентакли. Нет, возьму еще эту колоду. Какой-то знак они подают. Какой-то знак. Вот жезлы, да, это как будто бы 4 стены. Либо карта огня, костра. Пентакли, вложения и удержания.
Иерофант, высшие силы, десятка и пятерка. Недавно видели птицу, которая куда-то, ну не знаю, в окно, может быть, влетела, залетела, ударилась об окно. Потом, может быть, вы видели утерянный ключ, кто-то потерял ключ, искали, либо просто прошли мимо, вот ключ валяющийся. Не знаю, потерянный, сами, может быть, потеряли ключ от чего-то, не могли найти. Потом я вижу ситуацию, реклама. Может быть, просто в рекламе увидели изображение ключа, и он что-то открывает, и вы обратили внимание и пошли дальше. Но обратили внимание. Ключ птица, ключ птица. Мне вот такое идет. Это как будто бы знак заживления ран предыдущего, ну, прошлого периода, и недопускание, Иерофант вышел, недопускание того, чтобы кто-то опять вам причинил в ближайшее время боль, зло и все остальное плохое. Иерофант вас защищает и показывает, что сейчас вы идете правильно, решаетесь на какие-то изменения. Это как раз для вас уже открыто. Может быть, птицу вы видели, которая не так себя ведет, как обычно, да, просто голубь, который ближе к вам подошел, чем обычно, когда вы кормили птичек, либо, не знаю, там мимо пролетел прям рядом-рядом, либо просто на вас смотрел странными интересными глазками, да. Это знак того, что защита работает. Ключ и птица — это знак того, что защита. Вот здесь мечи, боль. И вот эта карта обмана, каких-то там наигранных сценариев от кого-то проигранных, да, и для вас ненужных. Вот от этого идет защита. Защита от высших сил, Иерофант. Защита работает. Ключ, он символизирует выход из какого-то тупика и получение в свою жизнь то, что ты хочешь. Радость идет к вам, любовь идет к вам. А птица, она больше как весть несет, которая уже в пути, которую вы очень-очень сильно ждете. Знаете, что я хочу тут сказать? Если вы хотя бы один из этих знаков, что тут перечислено было, видели, сегодня, значит, сегодня тот день, когда реально вступают в силу очень большие изменения в лучшую сторону. И скажите слова: «Я вижу, я слышу, я принимаю. Мой путь чист». Аминь, да будет так. Я вижу, я слышу, я принимаю. Мой путь будет чист. Аминь, да будет так. Я вижу, я слышу, я принимаю. Мой путь будет чист. Мой путь чист. С этими вот чувствами, да, спокойной правоты идите дальше. Ну, там надо было еще сказать «Аминь, да будет так», да. Вы больше не боретесь с обстоятельствами, вы ими после этих слов управляете. Карты об этом вот именно это захотели сказать. Кто со мной до конца расклада, как раз вам сейчас именно пошел очень большой прилив защиты и действительно большой-большой очистки для вашего вот дальнейшего пути жизненного, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были здоровы. Однозначно. Кстати, на YouTube-канале, только на YouTube. Я только на своем канале делаю эту чистку, делаю эти защиты вот для вас в моих раскладах. Но расклад очень необычный и очень сильный, энергетически сильный. Высшие силы реально захотели поговорить с вами вот на своем языке. Я пыталась их переводить, но чтобы вы поняли, что именно карты хотят сказать. Надеюсь, получилось хоть немножко, да? Но мне больше всего нравится, что карты говорят: вы больше не боретесь, вы обстоятельствами уже управляете. Вот. Так, ну и давайте тогда еще напоследок, что карты скажут.
Так что сегодняшний день — это победа. Шестерка жезлов напоследок — это ваша победа. Даже после сегодняшнего расклада, даже после просто прожитого мгновения какого-то, где вы что-то там чуть-чуть заметили, чуть-чуть встрепенулись, чуть-чуть там сквознячок почувствовали, не знаю, но это уже ваш знак. Это уже ваш знак, потому что вы наделены этой силой, и вы по природе, вы по дате рождения, вы человек успешный, успешный. А мужчину ждите в свою жизнь, король идет. Кстати, светом светит, у него такой зеленый огонек. Это карта короля, странная, но короля. И, кстати, он вас очень сильно будет обнимать всегда. Ему нравятся объятия, он будет это делать. Никому вас не отдаст. Вот такой человек идет в вашу жизнь. Это вам по судьбе. Даже если вы сейчас скажете: я не хочу уже никого, когда вы его встретите, вы будете счастливы. Просто единственное, что каждому свое время, и смотря кто к чему уже открыт. Открытый на сегодня, завтра уже кто-то из вас встретит вот этого человека. Вот так. Так, паж жезлов тоже, да, действия ваши. И пятерка пентаклей. Это зачем ты вышла здесь? Пустота и безденежье остается в прошлом. Пятерка — пустота, а двойка жезлов — это прошлое. Пустота остается в прошлом, приходит что? А зачем ты тоже выходишь здесь? А приходит понимание, что не зря все. Даже если было больно по мечевой карте, я справилась, и высшие силы меня реально уберегли от чего-то еще более плачевного. И слава Богу, да, скажите спасибо и идите дальше. Вы получаете большой шанс, королева пентаклей. Пройдя мечи, вы заслужили свое счастье и держите его в руках. Ну все на сегодня. Двойка пентаклей. Делай свой выбор, но выбор будет правильным 100%. А здесь интересно в этой колоде, что у нас будет на дне. Сейчас протасую и дно покажем. Да? Пятерка кубков. Время пришло, часы на дереве. Время пришло распрямить плечи, и хватит плакать, страдать, переживать. У тебя все хорошо, и сегодняшний день реально тебя просто не знаю, вселяет какой-то свежий ветерок и большую силу. Сегодняшний день как направитель. И пусть будет так, да? Пусть будет так. Вот есть сегодняшний день, и хорошо. И просто великолепно. Смотрите сразу, как вышло видео, значит, до вечера еще или когда, смотря когда у вас, какое время, да, еще когда вы смотрите, действительно, где вы живете. Вот. Но считайте, что вот до вечера там или до утра еще, да, многое что может интересного произойти. Но главное — настрой. И судьба действительно будет себе в книжечку записывать ваши желания. Так, все, она готова, и я ей посылаю вот это. Лови. Вы увидите, как все будет меняться. Потому что душа ваша чистая, интересная. И говорю еще, по дате рождения вы точно счастливый человек. Это должно быть в вашей жизни, и это будет в вашей жизни. Все, на сегодня все. Оставайтесь со мной. Следующее видео посмотрим, может быть, попроще что-то сделаю, да, расклад. Опять же, на здоровье можно посмотреть там на новую работу, допустим, да. Посмотреть можно, что там у детей у ваших происходит, кто хочет это узнать. Мужчин позовем, пусть приходят, что-то рассказывают. Так что оставайтесь со мной. Всего самого наилучшего. На связи будем. Обязательно. Вот. Ну и до встречи. Да, до встречи.